В далеком 2015 году, когда рубль стоил меньше 3 тенге, а я был почти 14-летним подростком, у меня впервые начал вставать вопрос о способах заработка. Ведь на тот момент я уже играл в CSGO и Dota, а скины и там стоили копеечку. С тех пор прошло немало времени, и вот мне уже 22 года. За это время я успел попробовать много различных способов заработка, бывало проебывался, но и поднимал тоже. Как итог, у меня накопился список, которым я с вами сегодня поделюсь. Успей подписаться, а мы начинаем. Самым первым способом заработка, с которого, пожалуй, начинают многие, у меня было откладывание денег с обеда в школе. Вообще стоит добавить, что копить я начал году этак в 2013 на этих самых обедах. Но вот пустить эти деньги в ход я смог только к 2015 году, когда узнал о такой штуке, как Kiwi кошелек. В общем-то, выходило довольно неплохо, учитывая, что мне давали деньги на обеды, а после школы мне нужно было ездить на тренировки в город. Соответственно, на проездах я тоже частенько экономил. Выходило у меня что-то порядка 120 рублей в день, что, конечно, хуйня полная, но пацану с 12 по 14 лет было самое то. Кстати, когда я не ездил на автобусе, хуярить до секции мне приходилось 7 километров. А учитывая, что все это время я бежал, ноги у меня за несколько лет накачались, что пиздец, как у Шварценеггера. Такой способ, конечно, хороший, но так как зарабатывал я не сам, назвать это способом заработка было бы неправильно. В том же году в 14 у меня были первые отношения. Эйфория, радость, а потом разрыв, тоска и куча слитых в трубу денег. Но в первой половине 2016 года я решил, что пора поправлять финансовое положение. И мы с другом открыли такие штуки, как интернет-ставки на киберспорт и рулетки, где пробовали различные стратегии. То поднимали, то сливали. И в общем-то поняли, что это уж совсем ебала полная. Там все настолько хаотично и волнительно, что я сразу для себя понял, что азартные виды заработка не для меня. Выигрыш нисколько не оправдывает нервы от ожидания, а заведомо меньшие шансы на победу, нежели на поражение, в долгосрочной перспективе никогда не принесут ничего хорошего. К счастью, нам повезло проебать не так много, потому что спустя взлеты и падения мы оставили там всего пару тысяч рублей, что могло бы быть куда хуже. Поэтому такой способ заработка тоже хуйня полная. Никому не советую. Таким же успехом можно просто взять монетку и играть в орла и решку на деньги. Профита будет и то больше, ведь там шанс 50 на 50. Итак, в 2017 году я решил заняться трейдингом скинами в Стиме и сделать небольшие инвестиции в наклейки на оружие. Скупив на тот момент самые популярные голографические наклейки по последнему прошедшему турниру в CSGO, я начал ждать. Ждать, когда они взлетят, и я стану богатым инвестором. Однако этого не случилось, потому что я понял, что мне чертовски не нравится просто откладывать финансы в дальний ящик и ничего с ними не делать, а просто надеяться на волю случая. Спустя где-то 3 месяца я продал наклейки по более выгодной цене, и на эти деньги накупил скинов, которыми трейдился с другими игроками. Все в принципе шло неплохо до тех пор, пока на мой Steam аккаунт не прилетел вагбан. Да. Вследствие чего все лежавшие на нем вещи стало невозможно продать. Но тем не менее, к тому моменту я уже продал скины и вывел деньги со Стима. Так что мне было в общем-то плевать на вагбан. Такой вид заработка имеет место быть, но он не принесет большого количества денег. Скорее просто прибавит скиллов в торговле. Идем далее. В 2018 году в 11 классе я наконец получил первый более-менее стабильный источник заработка. Я работал разнорабочим и укладывал мягкую кровлю на крыше. Работа, конечно, была веселая пиздец. Особенно, когда в зданиях не было лифта и весь материал с инструментами нужно было поднимать наверх своими силами. Один рулон технониколя, который мы закатывали в крышу, весил порядка 40-45 килограммов. А таких зачастую нужно было штук 8. Путем нехитрых математических вычислений можно понять, что приходилось поднимать пиздец дохуя. А это еще без учета газового баллона с пропаном, который весил и того больше. Зато в остальном рабочий процесс был крайне простым. Одна такая смена обычно длилась рандомное количество часов, а точнее от 2 часов до недели. И приносила мне около 1000 рублей за каждый выход, вне зависимости от количества проделанной работы. Иногда за смены платили 2000 рублей, если заказчиком был крупный бизнес или, например, завод. Вот это уже неплохой способ заработка первых денег, но для подобных видов работы должна быть хорошо вкачана ветка силы и выносливости. К счастью, проблем у меня с этим не было ввиду того, что я был вполне себе спортсменом. В 2019 году я покинул свое уютное гнездышко и отправился покорять сибирские просторы, поступив в университет в России. Я заселился в общагу и быстро понял, что денег, которые присылает мне мама, не очень хватает на все мои хотелки. Я сел и начал думать. Так, скинами нихуя для стабильного дохода не поторговать. Укладывать мягкую кровлю здесь времени нет, да и вряд ли меня кто-то возьмет, потому что работал я в черную без трудового стажа. И тут меня осенило, существует ведь Авито, где можно быть перекупом.
Однако далеко я и там не уехал и заработал за пару-тройку таких сделок около 5 сотен рублей. Проблема была в том, что заработок там совсем невелик, и чтобы выносить максимальную прибыль, нужно было оптимизировать весь маршрут, исключая даже деньги на проезд на автобусе. А протащив как-то раз 3 здоровенных старых компьютерных монитора по 15-17 килограмм, я понял, что это совсем того не стоит. Далее я снова попробовал ставки, но уже на спортивные события. Изначально моей целью было не столько заработать, сколько просто понять, что из себя представляет подобный вид заработка. Я избрал самую примитивную и простую стратегию. Взял 1000 рублей и разбил ее на 20 ставок по 50 рублей на маловероятные исходы с большими коэффициентами. В таком случае даже 3-4 выигранные ставки покрывали мои затраты и позволяли хотя бы уйти в ноль. Я сразу знал, что такая стратегия ничего мне не даст, и поэтому мысленно уже попрощался с деньгами. Но тем не менее, за пару-тройку таких дней мне удалось заработать около 1000 рублей. Дальше я решил остановиться, потому что никогда не знаешь, когда все проиграешь. На этом я пока приостановил свои заработки до Нового года. С начала 2020 года я начал зарабатывать монетки тем, что делал людям лабораторные работы по программированию. Да, уровень мой тогда был еще невелик, но полученные знания на первом семестре позволили мне неплохо зарабатывать. Брал я порядка 300-400 рублей за лабораторную или практическую работу на C++. Я создавал программу и тесты на нее. Выходило в общем-то неплохо. В той же половине года я купил курс по видеомонтажу, улучшив и без того в целом хорошо развитый у меня навык. Получив необходимые знания, я начал монтировать ролики на заказ для разных мелких предпринимателей. За ролик я также брал около 400 рублей. Могу сказать, что подобная подработка для студента была очень хорошим вариантом, потому что и программы, и ролики я мог делать сидя в общаге, особо не напрягаясь. В таком ритме я периодически отрабатывал в течение года, вплоть до лета 2021 года. В 2021 году я решился на инвестиционный шаг. Но купив хреново кучу кейсов и пару неплохих скинов в CSGO на втором аккаунте, я оставил их лежать и ждать своего золотого часа. Сам же я устроился работать велокурьером в самокат. Ну, это полная пизда, товарищи. Моя жопа охуела в первый же день, ведь чтобы катать по 8 часов в сутки с 15-минутным перерывом на поесть, нужно быть каким-то ебанутым пельменем. Директор отказывался выставлять мне смены по 4 часа, так что я пошел на хитрый шаг. В то время была система 2,5. Это означало, что в идеальном варианте курьер должен был выполнять в среднем 2,5 заказа в час. Так как ребята, работавшие со мной, особо не чесались, ведь все мы были на фиксированной ставке, что гарантировало нам зарплату даже при нулевом количестве заказов в час, я частенько подменял их и брал дополнительные заказы. К концу 2 недель в таком темпе я имел ежедневный коэффициент стабильную 3 в час, когда большинство не имело даже коэффициента 2.0. Почти все были с единичкой. Насладившись своей статистикой, я подошел к директору и сказал, что хочу уволиться, потому что график мне не подходит. Он посмотрел на меня, в табло статистики, и у него глаза полезли на лоб. Я не могу позволить уйти моему лучшему работнику. Если ты хочешь работать меньше, то я дам тебе смены по 4 часа, как ты просил изначально. Ну, товарищи, вот так я и победил систему. И работал еще месяц в приятном для меня темпе. При ставке 155 рублей в час мне с головой хватало 620 рублей в день. Ведь на тот момент мама все еще присылала мне 15 тысяч рублей, за что огромное ей спасибо. Работу в самокате рекомендую только в том случае, если у вас нет других профессиональных навыков. Я шел туда только потому, что меня жаба душила покупать абонемент в спортзал за 2-3 тысячи на 10 занятий. А крутить педали было для меня вполне приемлемо, несмотря на мозоли на жопе. К 2022 году мой уровень программирования значительно вырос. Я прошел несколько стажировок в различных компаниях, хорошо подтянул C++, Python и TypeScript. Я делал курсовые, лабораторные и практические работы конвейером для людей со всех факультетов моего университета. Я брал пару раз даже ассемблер, но там я дорабатывал нерабочий код студентов, а не писал его с нуля. Расценки у меня тоже поменялись. Частенько я брал 500 рублей за работу, а курсовые стоили порядка 1200 рублей. К слову, программы по ним я и вовсе писал примерно за 6-7 часов кодинга. В общем, могу посоветовать программирование как способ заработка, если делать лабораторные и курсовые работы. А вот лезть в разработку не советую. После сами знаете какого события, компании практически совсем перестали брать джунов на работу. А те немногие, кто берет, выдвигают дикие требования при конкуренции на одно место более 7 человек. Квест, в общем-то, своеобразный. Да, кстати, в этот же год я немного попробовал свои силы на бирже криптовалют, но понял, что для стабильного заработка там необходимо потратить сотни или даже тысячи часов на аналитику роста и падения активов. Поэтому я просто по дешевке закупил себе немного Торекса, который лежит у меня на кошельке по сей день и ждет своего часа. На данный момент я закончил универ и спустя годы упорной наработки навыков программирования все-таки смог найти свою первую работу.
Конечно, зарабатываю я далеко не так, как вам обещают на всех этих прекрасных курсах. Конечно, сил я потратил просто пиздец как много, а не совершил скачок за полгода с нуля до медла. Но надеюсь, в будущем это принесет мне свои плоды. А, да, совсем забыл. Я недавно продал те самые кейсы 2021 года и заработал на них около 11 тысяч рублей, при том, что потратил на них тогда всего не более 500. Все это благодаря хайпу с выходом новой CSGO 2. На этом я, пожалуй, с вами и попрощаюсь. Выводы о каждом способе заработка можете сделать сами. Всем пока.